Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый, свободного кроя джемпер с цельнокроенными рукавами, выполненный витиеватым, очень роскошным узором. Знаете, такой узор, как из арабской сказки, да? Такой прекрасный Восток, он такой весь изысканный, утонченный, и, в общем, так все там красиво и складненько выглядит. Я даже не могу это словами описать, это надо видеть. Эти ажуры, эти красивые кружева. В общем, узор очень необычный. Всем, кому понравилась данная блузочка, данный джемпер, остаемся на канале. Вас ждет очень интересный мастер-класс. Как всегда в нашем мастер-классе будет полный разбор модели. Мы будем вязать с вами образец. Мы будем с вами выбирать пряжу конкретно под данную модель, спицы. Мы с вами определим плотность вязания на образце. Я покажу, как делать влажную тепловую обработку правильно. Затем мы с вами начнем составлять описание на несколько размеров. У нас будет присутствовать с вами в сегодняшнем описании размеры с 44 по 52. Описание будет выложено под видео для вашего удобства. Мы будем изучать с вами схему, выкройку. В общем, девочки, все будет для того, чтобы вы без всяких проблем сели и связали данную блузочку. Инструкция по вязанию будет очень подробно разработана. Итак, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого летнего джемпера я выбрала пряжу Yarnart Jeans. Одна из моих любимых пряж. 55% хлопок, 45% полиакрил состав, цвет 17, турецкая отличная пряжа, 50 грамм, 160 метров. Ниточка меланжевая, видите, да, такой беленькие такие полосочки встречаются, вкрапления, да, очень хорошие скруточки. И для данного джемпера самое что надо, знаете, средней толщины, спицы используем 3,5. И вот так выглядит наш шикарный узор, витиеватый, красивый, очень необычный, филигранный. Я бы так сказала. Приближаю. Я думаю, что особой сложности он не представляет. Просто нужно быть внимательным, потому что там скрещенные вот эти лицевые, они требуют внимания. Ну, в каком плане? Что нужно и в лицевом ряду провязывать скрещенные, и в изнаночном эти петельки вязать изнаночными скрещенными. То есть начинающим я рекомендовать такой узор не буду. Я думаю, что здесь потребуется уже достаточный опыт. Давайте посмотрим схему этой красоты. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 17 петель ширина раппорта, 22 ряда высота раппорта. Ну, все вот эти условные обозначения у нас есть. Вот они у нас вверху есть. Смотрите, лицевая, петля платочной вязки, изнаночная, накид. Делайте скрин, девочки, условных обозначений, да, и самой схемы тоже делайте скрин. Кому понравился данный джемпер. Теперь дальше. Давайте посмотрим сразу с вами выкройку. Выкройка у нас тоже вот такая интересная. Выкройка у нас, значит, на 44
Первый размер, видите, довольно свободного облегания, очень свободного широкого, да, кроя. Джемпер 62 сантиметра на 44-46 размер, и на 48-52 размер будет аж 70 сантиметров ширина такая. Цельнокроенный рукав, как видите, да, и такая у нас такой вырез квадратный у горловины. Но он потом сглаживается, вы видели у модели, да, там все хорошо, там вот этого угловатости такой нет и не присутствует. Так, вяжется довольно легко, да, очень легко, я бы даже так сказала. Смотрим описание. Составлять было одно удовольствие это описание, очень простое описание. Так, смотрите, девочки, размер я вам уже назвала. Расход пряжи 500-600 грамм в среднем. Это ориентировочные такие числа. И вот описание. Сколько петель мы набираем. Спицы 3,5 у нас. Пряжа вы уже видели какая, да? Вяжем, как я уже говорила, планку резинкой 1 на 1 со скрещенными петлями. Затем, значит, переходим на ажурный узор. И, в общем, тут уже я все подробно расписываю, показываю, да, что, как и почему. И все мои подробные объяснения еще будут в конце видео. Посмотрите, я там прям детально разбираю каждую петельку, откуда она взялась, да. Там я говорю про вертикальную плотность, зачем мы ее вообще считаем, как ее применить правильно, да. То есть вот это все вы увидите под видео, поэтому я не буду вам сейчас ничего зачитывать. Все это есть, девочки. Не переживайте, все для вашего удобства. Итак, давайте с вами приступим к вязанию образца. Для образца я набрала 36 петель. Хочу вязать 2 раппорта. Вы можете набрать, девочки, 19 петель. Число петель в раппорте 17. Я буду показывать, как вяжется один раппорт, да. Ну а для того, чтобы увидеть, что у нас по центру формируется, все-таки лучше было бы связать 2 раппорта подряд, да, чтобы увидеть стык вот этих 2 раппортов. Тут тоже формируется узор, и это будет красиво. Давайте с вами начнем вязать с первого ряда. У нас сейчас будет с вами первый-второй ряд платочная вязка. То есть мы все в лицевом ряду у нас все петли лицевые, в изнаночном ряду тоже все петли лицевые. Итак, вяжем первый ряд лицевыми и второй ряд лицевыми. Продолжаем. Третий ряд у нас с вами по схеме. Мы будем вязать следующим образом. Смотрите. Первая петля 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну, я бабушкины петли вяжу, поэтому я вот так привыкла. Значит, вяжем 2 вместе лицевой, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вы вяжете, как девочки привыкли, вы накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И так, девочки, до конца ряда. Связали третий ряд. Четвертый ряд все петли вяжем изнаночные, то есть в том числе и накиды. Все петли изнаночные. Вяжем так до конца ряда. Пятый ряд. Пятый, шестой ряд. Снова платочная вязка. Все петли лицевые. То есть и в пятом лицевые, и в шестом вяжем лицевые петли. До конца ряда продолжаем вязать. В шестом ряду также вяжем все петли лицевые. Седьмой ряд у нас с вами следующим образом вяжется. Показываю один раппорт. Да? Значит, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раз. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3. 3 раза связали. Затем вяжем накид, лицевая. Раз. Накид, лицевая. 2. Накид, лицевая. 3. Накид, лицевая. 4. Накид, лицевая. 5. Еще раз делаем накид и снова раз. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3.
2 вместе лицевой с наклоном влево. На этом раппорт заканчивается, то есть мы связали его полностью, и просто продолжается второй раппорт точно так же. Точно так же я не буду показывать до конца ряда, точно так же один в один делаем. В 8 ряду у нас все петли вяжутся изнаночными, в том числе и накиды. 9 ряд у нас с вами. Вяжем раппорт. 3 петли лицевой вязки. То есть сейчас я 3 петли связала лицевыми, а в 10 ряду они у нас будут тоже лицевыми вязаться. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, скрещенная лицевая. Я вяжу бабушкины петли, и у меня лицевая за заднюю стенку вяжется обычно. А скрещенная, это значит за переднюю я буду вязать. Если вы вяжете классические петельки, то вам наоборот, за заднюю теперь вязать. Затем изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, 3 раз скрещенная лицевая, изнаночная. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые. 1, 2, 3. Эти 3 лицевые в изнаночном ряду будут вязаться тоже лицевыми петлями, то есть это платочная вязка. Итак, мы связали с вами раппорт узора и повторяем точно такой же раппорт. Еще хотела подчеркнуть, давайте я вам все-таки покажу, как вяжется изнаночный 10 ряд. Итак, у нас с вами в 10 ряду мы вяжем следующим образом. Раппорт. Вот эти 3 петли, которые у нас с вами крайние были в раппорте, мы вяжем лицевыми. 3 петли лицевые, где платочная вязка. Далее вяжется, как смотрят петли. То есть, где изнаночные, там изнаночные, накиды провязываем изнаночными, где лицевые, там лицевые. А вот здесь, где мы с вами вязали 3, помните, 3 лицевые скрещенные, вяжутся 3 изнаночные скрещенные. То есть также наоборот я их вяжу. Обычно я вяжу за переднюю стенку изнаночную, а сейчас я буду вязать за заднюю. Опять скрещенные изнаночные за заднюю. Ну и далее как пошли у нас петли, да. И вот смотрите, связали мы, как пошли у нас петли, как лежали, смотрели на нас. И снова платочная вязка идет. 1, 2, 3. Вяжем их не изнаночными, а лицевыми. Это платочная вязка. Вот мы связали с вами 10 ряд нашего раппорта. 11 ряд у нас с вами вяжется похожим образом. Значит, 2 лицевые платочной вязки, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые платочной вязки. Понятно, раппорт связали. 12 ряд будет у нас похож на 10, я показала, да. Не забываем про то, что где скрещенные лицевые, там в изнаночном ряду скрещенные изнаночные идут, да. И платочная вязка у нас по краям раппорта идет по 2 петли в этом ряду. 13 ряд вяжем. 1 петля первая, лицевая платочной вязки. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, 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 изнаночная. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая платочной вязки. Все, раппорт связали, повторяем раппорт. В 14 ряду мы вяжем, не забываем, что у нас идет крайние петли, это лицевые платочные вязки, да, и скрещенные изнаночные над скрещенными лицевыми.
вяжем, не забываем. А так, как смотрят петли, накиды изнаночные провязываем. У нас с вами 15 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, скрещенная лицевая, изнаночная, 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 скрещенная лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Видите, какой он легкий оказался, да? Повторяем раппорт узора. 16 ряд не забываем, скрещенные лицевые вяжем скрещенными изнаночными. 17 у нас с вами ряд. Смотрите, будем сейчас так вязать. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. Делаем накид, вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 раз так. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем еще один накид. И снова вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. Раппорт связали. Повторяем раппорт. 18, 20 и 22 ряды мы будем вязать изнаночными петлями. Накиды тоже изнаночные. В 19 ряду вяжем то же самое, что и в 17. Смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид, лицевая 4, накид, лицевая 5, еще раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево 1, 2 вместе лицевой с наклоном влево 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево 3. Раппорт связали. Девочки, я не буду показывать вам, значит, имейте в виду 20 ряд, да, я уже говорила, изнаночные все. 21 ряд вяжем абсолютно так же, как 19, сейчас и 17 были, да. И 22 ряд все петли изнаночные. На этом раппорт узора заканчивается. Вот, повтор у нас идет с 1 ряда. И, в общем-то, вот такая красота у нас получается. Вот такой у нас очень красивый царский узор получается, да, как жар птица. Так, и сейчас мы с вами сделаем влажную тепловую обработку этого роскошного узора. Прям не могу налюбоваться. Еще этот меланжевый эффект вообще просто бесподобно смотрится. Не знаю, камера передает меланж. Так, давайте сделаем влажную тепловую обработку. Так, горячим паром обдаем наш образец. Он становится очень влажным, податливым. Тянем его энергично в разные стороны. Не переживайте, не перетянется узор. Когда высохнет, придет, все на свои места встанет. Так, потянули в разные стороны. Еще разочек увлажним его посильнее. Так, тянем, выравниваем края наши. Сам по себе узор должен прямо лежать. Края тоже должны быть прямыми. Так, мои хорошие, все, волнистый у нас получился низ. А так края выровнялись. Пусть сохнет. Так, и у нас сейчас с вами задача какая стоит? Правильно, будем измерять ширину, высоту и будем с вами делать расчет плотности. Итак, ширина. Прикладываем линеечку. У меня 18,5. Раз. Здесь давайте померяем.
Ну, в принципе, 18,5, да, это правда. И 36 петель набирали. Считаем. 36 петель делим на 18,5. Получается 1, ну здесь явно 95. Ну вот чуть-чуть она у нас, можно, конечно, до 2 дотянуть, но все-таки я бы сделала 1,95 для более точности. То есть пишем. В 1 сантиметре у нас плотность получилась 1,95 петель. Вот первая цифра. Вторая цифра — это высота, длина, скажем так. Прикладываем также линеечку, волнистый край, волнистый край. Итак, у нас с вами 19 в широкой части и 18,5 в узкой части, да? Ну, давайте так и возьмем 19, в принципе. 19, так 19, да? И сколько рядов у нас тут есть? 22 ряда раппорт узора. У меня 2 раппорта связаны. 44 ряда, да? 44 ряда делим на 19 мы решили, да? Получаем 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Вот 2 цифры, которые нам сейчас понадобятся в дальнейших расчетах. Берем выкройку. Довольно простая выкройка. Как видите, цельнокроенный у нас с вами рукавчик. Такой маленький, будет спущенный. Так, ну и что тут еще? Давайте с вами сразу определимся с размерчиками. У меня получается 44-46 размер. С шириной спинки 62 сантиметра. И 48-52 размер. С шириной спинки 70 сантиметров. Вот такой вот широкий очень получается джемпер. И у нас с вами петельки. Плотность, помните, определяли в 1 сантиметре 1,95 петель, да? Исходя из этой плотности умножаем наши сантиметры на плотность. Первый размер 62 сантиметра умножить на 1,95, получаем 121 петлю. Записали. Второй размер 70 сантиметров на 1,95, получаем 137 петель. Записали, да? Теперь смотрите, уточняем. У нас раппорт узора 17 петель. Помните, да? 17 петель. Надо определить, сколько целых раппортов у нас умещается в наших петлях. Для этого первый размер 121 петля делим на 17, получаем 7 раппортов целых. 7 раппортов. 7 умножить на 17, это будет 119 петель и 2 кромочные. Получаем то, что нам надо, 121 петлю. Тут все четко, 7 раппортов. Для второго размера 48-52 у нас с вами 137 петель. 137 петель делим также на 17. Получаем целых 8 раппортов. 8 умножить на 17. Это 136 петель плюс 2 кромочные, то есть нам надо одну петлю прибавить, 138 петель, уточненные у нас получились данные. Так, то есть на больший размер добавляем с вами 17 петель, то есть целый раппорт для 48-52 размеров. 138 петель. И смотрим опять нашу выкройку. Давайте сразу определимся, сколько у нас по вырезу горловины и на плечи останется петель, да? Смотрите, девочки, у нас здесь наш рукавчик надо добавить 10 петель. Смотрите, 5 умножить на плотность 5 сантиметров, видите, длина. Это добавочки у нас. Получаем 5 умножить на 1,95, но я грубо прибавила, ну, на 2, да, 10 петелечек надо прибавить справа и слева у переда и спинки. То есть и получится у нас к нашему количеству петелек 121 добавить еще 20 петель, будет 141 участвовать уже петелечек и 158 петелечек будет добавить 20 петель. Так, и с этими цифрами мы вяжем вместе рукав и продолжаем вязать спинку, да?
и перед. Так, ну, конечно, это разные детали, я имею в виду. Вяжем, продолжаем, уже у нас на 20 петель больше. Включаем эти петли в узор. И вот здесь я хотела бы уточнить. Смотрите, в узор будем следующим образом включать. Я уже подумала над этим. 10 петель, значит, крайне правые. Начинаем включать вот от с этой петли. То есть отсчитываем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? 7. Их не надо. И начинаем вязать узор, включая вот эти 10 петель. Это в начале. Это в начале ряда. А затем продолжаем наши раппорты вязать. Да? В конце ряда, когда мы связали наши раппорты, мы будем наоборот. Добавим мы первые 10 петель раппорта. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще вот так. Вот эти 10 петель у нас добавятся слева, когда будем вязать слева. Понятно, да? Вот таким образом включим петли у раппорта. Это я вам тоже объяснила. Теперь по вырезу горловины, смотрите, у нас с вами 28 сантиметров. На все размеры указана мерочка, да? 28 я умножаю на нашу плотность 1,95. У нас получается 55 петель должно быть. Округляем в сторону большего числа. 55 петель. Поскольку у нас с вами участвует на второй размер четное число, я сделала 56 петель на больший размер. Так, ну и то, что остается, это петли плеч. Да? У нас идут петли плеч вместе с рукавами. Тут все вместе. И я уже посчитала 43, 51. То есть, как я считала, тоже вам сейчас поясню. Всего 141 петля у нас была здесь уже. Отнимаем 55 петель вырез горловины. Остается 86 петель на плечи. Делим на 2 по 43 петли. Да? Второй размер я посчитала также. Так, теперь что касается вертикальной плотности. Смотрите, все вертикальные размерчики, которые у нас здесь стоят с вами, девочки, необходимо обязательно измерять рядами, а не сантиметрами. Смотрите, вот у нас стоит от планки 30 сантиметров стоит длина. Значит, 30 сантиметров надо на нашу вертикальную плотность умножить. В 1 сантиметре 2,3 ряда. То есть мы вот эти 30 сантиметров с вами умножаем на 2,3. Получаем 69 рядов. Ну, всегда пишут четное количество, то есть 70 рядов, девочки. Я пишу на выкройке 70 рядов. То есть мы с вами от планки прибавки будем делать через 70 рядов. На все размеры. Кстати, здесь длина изделия 56 сантиметров. Если у вас удовлетворяет такая мерочка для летнего джемпера, то оставляйте. Если надо, немножко убавьте или прибавьте на свое усмотрение. Да? Прибавочки делайте именно вот в этом месте, да? До рукавчика. Так, ну и также вырез горловины тоже 47 сантиметров переводим в ряды. Смотрите, 47 умножить на 2,3 плотность по вертикали, это 108 рядов. 108 рядов, девочки. Не забываем про эти вот моменты. Для чего мы считали вертикальную плотность, и я так настаиваю, чтобы ее не игнорировали. Но дело в том, что после стирки наше изделие, оно уже вытягивается, вы же сами понимаете, да? И может так получиться, что оно будет длиннее, чем мы хотели бы. Поэтому, чтобы избежать такой неприятной истории, вот все мастерицы считают эту плотность заранее, растягивают образец, измеряют и применяют его как коэффициент, да, от наших неудач, скажем так. Поэтому, смотрите, когда вяжете раппорты, здесь удобнее мерить вот эти все ряды, переводить в раппорты. То есть вот у нас 22 ряда в раппорте, да? И мы с вами, например, 108 рядов поделим на 22 ряда и получим число раппортов. Так будет проще действовать. 108 на 22 это будет 4 целых раппорта, и немножечко до 5-го раппорта не хватает. Мы можем даже узнать, сколько не хватает. 4 на 22 ряда это 88 рядов, а надо, чтобы было 108 рядов. Да? Из 108 отнять 88 и еще 20 рядов. То есть 4 раппорта и 20 рядов.
Вот, и 20 рядов. То есть последние 2 ряда у нас, ну, не свяжутся. По нашим расчетам не свяжутся. И сразу начнется закрытие, значит, выреза горловины петель. Вот этого количества петель. Но мы их тут не закрываем, девочки, а откладываем, чтобы потом их поднять, вернее, не поднять, а применить на круговых спицах, обвязать вырез горловины резиночкой. Резиночка у нас здесь особая будет, со скрещенными петельками. То есть в лицевых рядах у нас вяжутся лицевые скрещенные, в изнаночных на этом месте вяжутся изнаночные скрещенные. Вот такая интересная резиночка. Она, кстати, очень подходит к нашему узору. Вы сами видели, да? Ну, собственно, девочки, я все вам, что могла, рассказала, да? Все вам нюансы разрисовала. Описание будет под видео выложено, как всегда. Все мы с вами распределили, узоры, раппорты посчитали, сколько петель, куда, чего. Я надеюсь, что вам стало все понятно. Джемпер довольно красивый, узор очень изысканный, я бы так сказала, роскошный. Я желаю вам связать этот джемпер и чтобы он вас радовал еще долгое время. До новых встреч!